Доброго времени суток. Завершился чемпионат Беларуси среди мужчин и женщин. Я сегодня покажу фрагменты моей партии с Владимиром Чайковским. У нас очень перспективный, я считаю, что шашист. Вот он русский, в стоклетке играет и достаточно успешно. У меня уже пару раз он выиграл. И, кстати, русский в стоклетке выиграл. Поэтому вот я надеюсь, что будет у нас новый такой супер талант. И вот только сегодня я вспомнил, о какой комбинации он мне говорил. То есть он мне говорил, что я мог провести какую-то комбинацию без трех. То есть он видел это в партии, но я вот видел только с компьютером. Сейчас точнее сказать увидел. Давайте я вам сначала эту комбинацию покажу. Идею. А потом посмотрим всю партию. Ну, я думаю, в основном вот эта идея интересная. А партия там просто, может, кое-какие комментарии вам прокомментирую, точнее сказать, кое-какие моменты. Ну, давайте. Самое интересное, я считаю, что вот в начале будет. Покажу анонс. 15-20 я пошел, потом поменялся. Ну, вот был вот такой вот маневр. 29-23. Комбинаций я много не провел в этом турнире. Очень много. И вот эту я даже и не видел. 29-23, 17-22. Смотрите, какая симпатичная комбинация у черных была. Ну, без трех шашек, но играли бы. Интересная очень позиция. Вот интересно, чем бы завершилась эта позиция. Давайте еще раз я за черных покажу комбинацию. Ой. 29. Вот. О чем мне Вова говорил в конце партии. Молодец, он, конечно, видел все эти идеи, все мысли. Так, интересно, кстати, посмотреть, что на этот ход. Тоже бы, кстати, интересно было бы. Да, ну вот интересная позиция была бы. И там, и там. Надо было, конечно, провести. Но не видел я. Не видел. Давайте посмотрим сначала. Вот тут я вот чуть рисковато начал играть. То есть я постоянно боялся тут каких-то идей. Вот если полностью я помню, что если полностью закрываться, не выходило ничего, если полностью закрываться. То есть здесь, во-первых, ходов не хватало, во-вторых, вот на этот ход, конкретно на этот ход, было такое перестроение. А ходов не хватало. Давайте вот здесь вот, по-моему, здесь вот я буду что-то покажу. Так, ну, наверное, давайте ли 48 логичнее, наверное. Ну, давайте, допустим, даже 47 посмотрим. 13. Так. Здесь, по-моему, вторжение, да, ничего не выходило. То есть в этой позиции, по-моему, ничего не выходило. Там еще другие позиции чуть-чуть были, но ничего не выходило, поэтому я пошел здесь вот таким ходом. 7-12. Ну и вот здесь вот не нашлось тут ничего игры. В принципе, никакой не нашлось. То есть 29-23 поменял. И вот здесь я ничего лучшего не нашел. Ну, в смысле, ничего лучшего. Это у меня сарказм такой. То есть, понятно, что где-то надо было так играть, позиционно играть. И я думаю, что вот здесь у меня какие-то... Может быть, какие-то шансы все-таки были. Хотя позиция, ну, я думаю, что равная абсолютно. Чуть лучше у черных где-то, но она равная. 11-17, то есть решила вот эту вот связку сыграть. Ну и тут оказалось, у меня какая мысль была. Здесь, конечно, как-то перестроиться 14. Давайте так, еще здесь 14-20 и 10-14, либо 15-20. Сначала логичнее, ну, даже сначала 15-20, чтобы вот эту колонку сохранить. То есть, и вот у меня здесь 9-14, почему возникла мысль, что еще 3-9 сделать. И вот потом может вывести на 24. То есть, у меня вот такая оригинальная идея была, но
эта идея разбилась об реальность, то есть на 30. Честно скажу, то есть, ничего я уже абсолютно не видел, то есть надо было, понятно, что где-то 19-24 ходить, вот эти вот варианты играть. Наверное, даже на 23 вот варианты. Понятно, что так нельзя. Вот эти вот варианты. Так бы не игралось, то есть здесь какие здесь варианты? Может 35. Скорее всего 35, да, подхватывает он на 35. Вот эти вот варианты. Хотя позиция такая нехорошая, конечно, у черных нехорошая. 20-25. И я помню, что я в расчете вот эту не видел элементарную идею абсолютно. То есть в расчете подошел, я просто подошел, потом вот здесь вот уже где-то заход. Когда он уже поставил, я уже все увидел. То есть у меня вообще амнезия наступила. На 24, 10-14, все логично. Не хотелось, конечно, вот эти вот позиции играть из-за каких-то вот идей. Я тоже здесь опять ничего не видел, жестко ничего не видел. Потому что на этот ход можно было пойти вот так вот. 21-27, на 45 и грозит здесь ловля. Почему нельзя нападать именно, потому что вот этот вот ход. То есть здесь ловля, и непонятно, что делать. На этот ход тоже 11-17 и вот этот ход. Вот такие вот идеи у меня были. Естественно, 33-28 никто никого не заставлял ходить. И здесь, наверное, раньше что-то. Так, нам вот 40-39 не очень удачно. Но вот есть такой ход. Может, самый, кстати, лучший ход. Можно 2 раза напасть. Конечно, тут вообще, то есть, не считал даже Т9. Почему-то у меня сразу отпало, видите. Интересный достаточно ход был. Естественно, только не сюда, потому что здесь вот плохая позиция совсем. Я думаю, может даже сюда пойти. То есть позиция совсем плохая. У черных, я считаю, так, на взгляд. Хотя, наверное, если вот посмотреть с компьютера, не все так плохо. Есть какие-то варианты, есть какие-то идеи. Там их много идей, поэтому можете в комментариях показывать. Я вот сейчас вот вижу, что много идей. А вот интересно, вот этот маневр, видите? И, конечно, не видел, я абсолютно не видел вот этого. Еще раз покажу, вот этой комбинации. А вот 15-20 пошел, то есть... Здесь тоже какой-то, возможно, что вот здесь вот тоже вариант. Надо было все-таки играть как-то 19. Опять я видел, что только на 18-23, скажу честно, я видел вот этот ход и вообще ничего. То есть где-то тут чуть-чуть посчитал и на этом все закончилось. Можно было, конечно, 9-13. Вот я не уверен. Если именно вот 30-25 ходить, я думаю, что 30-25 очень хороший ход и хочет занять вот это поле на 20. 5-10. Допустим, на 20, и вот видите, практически чистая связка. Позиция, конечно, очень плохая. Вот 9, достаточно четко он тут сыграл. Вот, смотрите. Кому интересно, посмотрите вот именно 33-29. Кому интересно, посмотрите партии на БФШ есть. Я здесь еще отдал, такая идея вот у меня. Так, что-то тут, наверное... Я вот чувствую, что тут записи нет. А в записи, кстати, это я по записи смотрю БФШ, запись неправильная. Запись, то, наверное, неправильная. Да, запись неправильная. Давайте смотреть. Где-то здесь что-то как-то неправильно, я думаю, было. Что здесь отдавал. Так, где-то что-то с записью неправильно. Здесь какая-то мысль была. Раз.
Так, здесь большая комбинация была. Так. Нет, запись что-то, да, неправильно. Записью что-то, наверное, не то. И, наверное, отсюда вот где-то. Здесь, наверное, вот все-таки такая мысль была. Наверное, вот где-то что-то. Вот такая вот мысль была. Да, вот такая запись. Тут запись на ПФШ неправильно. Но тут возможно, всякое возможно, потому что записью, может, не везде разобрались. И, во-первых, у меня тоже, я записью, конечно, тоже записывал. Я даже не очень хорошо. У меня по две ошибки было, по 3. Вот я когда уже потом смотрел, вот фотографировал свою партию. Ну, вот это вот мысль была. Сюда и выиграна здесь позиция. Вот такая вот была партия по записи. Вот так, таким образом меня Владимир Чайковский выиграл. И ждем, конечно, допустят наших юношей. Ну, сначала, наверное, юношеские хотят. Юноши, девушки, то есть молодежь допустить до соревнований, а потом уже, может, и взрослых допустят до соревнований в ФМЖД. Ну, ждем пока вот этого момента. И, как я уже говорил, конечно, уровень чуть-чуть я считаю, что чуть-чуть упал. Почему? Потому что вот мы не участвуем в этих соревнованиях. Но что я хочу сказать, что я смотрел, в принципе, и другие чемпионаты. Вот сейчас чуть-чуть, хотя я мало уделяю внимания стоклеткам, но другие чемпионаты смотрю, там уровень тоже очень резко упал. Очень резко. Я думаю, у нас еще, может, даже меньше упал уровень. Все-таки у нас тут какие-то соревнования есть, как-то что-то какая-то работа проводится, хотя основной упор сейчас на шашку 64, конечно. Какая-то работа проводится, и все-таки руководителям, которые в мировой федерации, наверное, стоит задуматься. Очень сильно стоит задуматься. Либо мы начинаем деградировать полностью все, либо все-таки им надо нас возвращать в весь процесс и каким-то образом развивать вот эти шашки, наше любимое занятие, я бы сказал. Потому что если мы до сих пор еще тренируем, еще как-то тренируем, играем, вот я тоже каждый год, уже играю, в принципе, не ради результата, а ради того, чтобы передать опыт молодежи, чтобы они играли, чтобы именно показывали какие-то результаты, творческие успехи у них каких-то были. Мне важно, чтобы они хорошо играли, поэтому стоит, наверное, кому-то задуматься. Так, вот мое такое, можно сказать, послесловие. И до новых встреч.